i60, i80, i100. Встречайте i200 TWS, новая суперкопия на беспроводные наушники Apple AirPods второго поколения. Всем привет! В этом обзоре я быстро и емко расскажу о лучшей копии на AirPods второго поколения, а также основные ее отличия от предыдущих версий. К слову, я не сторонник копий на что-либо и ни в коем случае не хочу убедить вас, что копия лучше оригинальных AirPods, потому что это не так, думаю, вы сами это знаете. Цель этого видео – показать и рассказать, насколько новая копия стала еще лучше предыдущих версий, а также чтобы вы сами могли понять, стоит ли покупать копию или сразу оригинальные Apple AirPods. Итак, помимо названия, в новой копии улучшилось качество звука и работа микрофона. Не скажу, что существенно, но все же мне, как опытному пользователю самых разных копий, это заметно. Также имеется поддержка функции автообнаружения уха и беспроводная зарядка кейса. Design by Apple in California произведено в Китае. На каждом наушнике имеются соответствующие надписи. Данную копию можно по праву считать почти идеальной копией на Apple AirPods второго поколения. Почему почти? Потому что есть некоторые нюансы, о которых я обязательно расскажу далее. Сперва начнем с внешнего вида. Как я уже ранее сказал, на зарядном кейсе имеются все соответствующие надписи возле шарнира, а также с внутренней стороны крышки кейса. К слову, надписи сделаны весьма аккуратно, шрифт четкий и читабельный, почти как на оригинальных подсах. У меня в руках как бы AirPods второго поколения, а название модели под крышкой соответствует первой версии, модель A1602. На самих наушниках также имеется маркировка с номером A1523, которая соответствует первому поколению. Небольшой нюанс, но все же есть. Индикатор заряда кейса находится на лицевой стороне и красиво горит зеленым цветом, а во время зарядки белым, как у оригинальных AirPods. На обратной стороне по центру находится небольшая кнопка для сброса текущего соединения при сопряжении с новым устройством. Петля крышки кейса матово-серебристая, сделана качественно и вопросов не вызывает. На торце имеется стандартный разъем питания Lightning, все как у Apple. Крышка открывается плавно и четко, магниты мощные, благодаря этому открывать и закрывать ее одно удовольствие, иногда успокаивает. Вес кейса вместе с наушниками составляет 47,3 грамма, почти как у оригинальных AirPods, которые весят всего на 1 грамм больше. К слову, здесь имеется полноценная беспроводная зарядка, которой можно пользоваться каждый день, нагрев минимальный. Одним словом, кейс обладает приятной тяжестью и приятно лежит в руке. Главной особенностью i200 TWS является наличие чипа H1, как у оригинальных наушников Apple второго поколения. Конечно, Apple не поставляет свои чипы сторонним производителям, и здесь установлен его аналог, но он работает также хорошо. Достаточно открыть крышку, и всего за несколько секунд на экране смартфона появляется всплывающее окно для сопряжения наушников, а также индикация заряда аккумулятора каждого из наушников и самого кейса. К слову, заряд реальный и соответствует фактическому значению. Достаточно один раз провести сопряжение с новым устройством, и в дальнейшем они автоматически будут подключаться к нему. Наушники полностью совместимы как с Android, так и с iOS устройствами. В меню Bluetooth устройств нашли наушники под названием AirPods. Подключили и пользуйтесь. В процессе подключения и работы отсутствуют звуковые приветствия по типу Power On, Power Off. Все ровно так же, как у оригинальных AirPods. Напомню, только смартфоны на базе iOS обладают функцией поп-ап окна с показом заряда наушников и кейса. На Android смартфонах нужно устанавливать сторонние приложения или смотреть заряд наушников в меню Bluetooth устройств. На вид наушники имеют такую же форму и размер, как и оригинальные подсы. Два отверстия под динамик аккуратно прикрыты металлической сеткой. Рядом находится инфракрасный сенсор приближения, он используется в качестве датчика автообнаружения уха. Теперь во время прослушивания музыки наушники определяют, когда они находятся в ухе, а когда нет. Если вынуть наушник, воспроизведение приостанавливается и автоматически возобновляется при его наличии в ухе. Функция весьма полезная, и что самое главное, она безупречно работает на Android-смартфонах, в то время как для оригинальных подсов при работе с Android нужны костыли в виде сторонних приложений. Управление жестами практически такое же, как у оригинальных подсах, за исключением наличия трехкратного тапа.
Двухкратный тап по правому наушнику, плей-пауза, принять или сбросить вызов. Трехкратный тап – следующий трек. Двухкратный тап по левому наушнику – вызов голосового помощника. Трехкратный тап – предыдущий трек. Программно настраивать жесты, как это реализовано в оригинале, недоступно. Теперь давайте перейдем к главному – звук и автономность. Звучат i200 TVS заметно лучше всех предыдущих версий. Улучшение коснулось как уровня громкости, так и самого звучания. Бас глубокий и насыщенный. Средние и высокие частоты ровные и хорошо проработаны. Если сравнить звучание с i100, то главное отличие в том, что звук стал чистый, более детализирован, что ли. После некоторого времени использования i200, честно, я уже не могу пользоваться другими копиями, потому что сразу слышу разницу в звуке. Видимо, придется оставить их в качестве основных. Напомню, в каждом наушнике есть свой собственный микрофон, и они независимо друг от друга могут работать как для прослушивания музыки, так и в качестве гарнитуры. Достаточно бросить один из наушников в кейс, как второй автоматически переподключается и становится главным, и работает в штатном режиме. Работу микрофона также подтянули, в идеальной тишине речь разборчивая и достаточно громкая. При разговоре на оживленной улице возле проезжей части, где присутствует избыточный поток шума и всевозможных звуков, наушники не успевают обрабатывать звуковой поток, в связи с чем отдельные фразы в разговоре могут теряться или искажаться. Тест записи микрофона новой копии на AirPods второго поколения i200 TVS. Раз, яйцетряс. Тест работы микрофона возле проезжей части. Качество записи микрофона по-прежнему явно не дотягивает до стандартов Apple, но тем не менее, из всех копий, которыми я ранее пользовался, могу точно сказать, что качество немного, но все же выросло. Что насчет связи и стабильности подключения? Связь стабильная на расстоянии до 10 метров. По сравнению с предыдущими версиями, обрывы связи практически отсутствуют. Сопряжение происходит очень быстро. Открыл крышку кейса и за несколько секунд они подключены. Правда, иногда можно поймать баг в виде подключения только одного из наушников. Он наблюдается в том случае, когда быстро достать один из наушников, в то время как второй остается в кейсе. Выход очень прост. Открыли крышку кейса, подождали подключения, это примерно 5 секунд, и тогда спокойно достаете оба наушника и пользуетесь. Возможно, такой баг только у меня, но все же считаю должным об этом сказать. При просмотре фильмов или роликов на YouTube запаздывания речи не наблюдается. Во время игры запаздывание звука, если и есть, то еле заметное. После некоторого времени вообще не обращаешь на это внимания. Автономность на уровне i100 TVS, плюс-минус 1,5 часа. К слову, правый наушник садится чуть быстрее, в то время как левый работает дольше. Что можно отнести к недостаткам i200? Наверное, цену. Сейчас она приблизилась к верхней планке, выше которой лично я бы не стал рассматривать покупку копии. В то же время могу уверенно сказать, что i200 TVS – это лучшая копия на Apple AirPods второго поколения на момент выхода ролика. Главная моя претензия к i200 – это автономность. Иногда я люблю слушать музыку достаточно долго, 1,5–2 часа как минимум. С текущей автономностью 1,5 часа – это впритык. Работали бы они 2–2,5 часа, я не говорю о 4–5 часах, вопросов бы не было. В данном случае также нужно понимать, что каждый слушает музыку разного жанра и при разном уровне громкости, в связи с чем время воспроизведения будет разным. Кейс дополнительно может позарядить наушники еще 3–4 раза, а сами наушники заряжаются не более 50 минут. Это немного, но все же сглаживает данный момент. Друзья, напомню, сейчас на AliExpress можно встретить очень много новых и надуманных версий. Продавцы сами печатают наклейки и лепят их на коробку, чтобы хоть как-то продать свой товар. Также многие нагло накручивают отзывы. Друзья, будьте внимательны, если покупаете, то покупайте у проверенных продавцов. Повторюсь, на момент выхода ролика i200 это топ. Надеюсь, видео было полезным и вы оцените его лайком. Также поддержите мой проект. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всегда буду рад ответить на интересующие вас вопросы. И помните, лайк, подписка, колокольчик и все желания обязательно сбудутся. До новых видео, друзья!